о построении Хаварнака и о достоинствах строителя Симнара. Ездил шах Нуман с мунзиром среди гор и скал, мест хороших для Бахрама долго он искал, где б от солнечного зноя не было вреда, где бы ветерок прохладу приносил всегда. Не могли в стране такого места отыскать, где бы вырастить Бахрама им и воспитать. И решили светлый замок с башни возвести. Нужно было для постройки зодчего найти. Было много иноземных зодчих и своих, а для дела не годился ни один из них. Но однажды до Нумана долетела весть: «Шах, такой тебе пригодный мастер в Руме есть». Слава дел его по странам катится рекой, словно воск, податлив камень под его рукой. Строить быстро и красиво он имеет дар. Он из рода Сима, имя славному – Симнар. Красотой его построек всякий изумлен. В Сирии, в горах ливанских здания строил он. И в стране, где Нил лазурный падает с небес, каждое его создание – чудо из чудес. Хоть себя Симнар лишь зодчим скромно называл, он художников славнейших миру воспитал. Стоя там, где строить здание он предполагал, паутину балок в небе взором он свивал. Он, как Булинас из Рума, разумом глубок, открыватель талисманов, маг и астролог. Знает он о нападении яростной луны и о месте солнца, тайну звездной вышины. Он для вас дворец, как платье царское, соткет, на дворце такой высокий купол возведет, что созвездия словно пояс купол обовьют, и ему плеяды сами светоч отдадут. Сердце вспыхнуло в Нумане, жгли его как жар. Эти вести – это имя чудное Симнар. Он послал гонца, который бойко говорил по-румийски. Тот Симнара быстро соблазнил бросить Рум. И вот к Нуману зодчий привезен. Услыхав, чего хотели от него, и он воспылал желанием дело начинать скорей, возвести дворец, достойный отпрыска царей. 5-летие трудился над постройкой он, был рукою златоперстой дивно возведен замок, башенки вздымавших к звездам и луне, сновидением возникавшей в синей вышине. И второй Каабой в мире этот замок стал. Был резьбой он весь украшен, золотом блистал, горную лазурью краской, что красней зари. Наподобие неба сделан купол изнутри. Опоясывали небо 9 сфер вокруг, полный образов, что создал север, создал юг. Купол был тысячеликим сказочным лушой. Созерцая свод, усталый отдыхал душой. Дивную дарил прохладой он и в летний зной, а когда горел, как солнце, купол под зарей, гурья завязывали очи полотном. Словно рай, красив, удобен был прекрасный дом. Будто небо в славе солнца, свод горел огнем. Бычьей кровью камнем с камнем скован в своде том. Был подобен купол небу, влаге и огню. Трижды свет свой и сияние он менял на дню. Как невеста он одежды пышные сменял, синим, золотым и снежным светом он сиял. Пред зарей, когда лазурным небосвод бывал, плечи мглою голубою купол одевал, а когда вставало солнце над земной чертой, свод пылал, как солнце утро, ало-золотой. Тень от прилетающего облачка падет, снежно-белым делается весь дворцовый свод. Цвета неба он миражем в воздухе висел, то румийцем белым был он, то как зинт чернел. Но Симран работу кончил, снял леса со стен, красотой своей постройки взял сердца он в плен. Стен и купола сияние разгоняло мрак,
замку новому название дали – Хаварнак. И великую награду шах Симрану дал. Половины той награды он не ожидал. Золотом и жемчугами длинный караван тяжко вьюченных верблюдов дал ему Нуман, чтоб и в будущем работал на него Симнар. Если впору не раздуешь ты в тандуре жар, злополучное жаркое будешь есть сырьем, но старицей возвратиться, что за труд даем. А когда такую милость зодчий увидал, молвил: если б раньше только обещал, я, достойная великой щедрости твоей, здание создал бы красивей, выше и пышней. Багрецом, лазурью, златом пашни расцветил, и поток столетий блеска в них не погасил. Коль желаешь, будет много здания начато, завтра ж этот замок будет перед ним ничто. В этом здании 3 цвета, в том же будет 100. Это каменное будет яхонтовым то. Свод единственный, строение этого краса, тоже будет семисводным, словно небеса. Пламенем у падишаха душу обняла эта речь, и все амбары милости сожгла. Царь – пожар, и не опасен он своим огнем только тем, кто в отдалении возведет свой дом. Шах, что розовый кустарник, ливнем жемчугов сыплет, но не тронь, изранит жалами шипов. Шах лозы, обильный грозден на плечи друзей возложив, их оплетает силою ветвей, и, обвив свою опору верных слуг своих, из земли без сожаления вырвет корень их. Шах сказал: коль этот зодчий от меня уйдет, он царю другому лучше замок возведет. И велел Нуман жестокий челяди своей зодчего схватить и сбросить с башни поскорей. О, смотри же, как судьбою кровожадной он сброшен с купола, который им же возведен. Столько лет высокий замок он своей рукой строил, и с него мгновенно сброшен был судьбою. Он развел огонь и сам же в тот огонь попал. Долго восходил на кровлю, вмиг с нее упал. В высоте 100 с лишним гязов замыкая свод, он не знал, что труд закончив, гибель там найдет. Выше хижины он замка строить бы не стал, если бы свою кончину раньше угадал. Возводя престол, расчистили заранее всего, чтобы не разбиться, если упадешь в него. И взвелось петлей арканов до рогов луны имя грозное Нумана с дивной вышины, и молва, что он волшебник, с той поры пошла, и владыкой Хаварнака Шаха нарекла. Аудиорассказы от Эдемы Элай.